В ритме жизни современного Петербурга мы проносимся по улицам и площадям, не задерживая внимания на его молчаливом свидетельстве эпох, событий, судеб. Но стоит остановиться, вглядеться, и тогда каждый дом поведает нам свою историю, откроет сокровенные тайны. В центре Петербурга, на Дворцовой набережной 26, стоит дворец великого князя Владимира Александровича Романова, Малый императорский двор, второй по значимости после высочайшего императорского двора. Ключ поворачивается в замке так же, как и 100 с лишним лет назад, и мы входим в одно из самых таинственных мест дворца. В 905 году готовилось покушение на великого князя Владимира Александровича, и поэтому на все 3 окна, выходящие на Неву, были сделаны стальные ставни. В кабинете сохранился дух великого князя, в нем он проводил большую часть своей жизни. Это кабинет-тайна, единственный в своем роде кабинет-сейф. Здесь Владимир Александрович хранил документы государственной важности. Великий князь был ближайшим помощником своего старшего брата, императора Александра III. Будучи членом Государственного совета, сенатором, принимал здесь чиновников, государственных деятелей. Как главнокомандующий Петербургским военным округом принимал с докладом военноначальников, генералов. Великий князь часто проводил здесь заседания Академии наук, будучи ее почетным членом, а также Советы Академии художеств, президентом которой он был 33 года. Великий князь Владимир Александрович родился 3-м сыном в семье императора Александра II. Император Александр III – его родной брат. Как и все в России великие князья, Владимир Александрович получил военное образование, участвовал в русско-турецкой кампании, 7 месяцев сражался в Рущукском отряде, за что был награжден многочисленными наградами и оружием, инкрустированным бриллиантами. Эти награды когда-то украшали кабинет. Проект дворца великого князя Владимира Александровича был создан архитектором Рязановым, профессором Императорской академии художеств, а интерьеры создавали Шреттер и Месмахер. Дворец был построен всего за 5 лет и освящен в дни бракосочетания великого князя в присутствии всей императорской семьи. Дворец великого князя Владимира Александровича уникален по степени сохранности. Почти все интерьеры и вещи в нем подлинные. Ни во времена Первой мировой войны, ни во времена Второй мировой войны дворец, к счастью, не пострадал. Второго такого в Петербурге нет. Поднимаясь по главной лестнице в парадные покои, хорошо видны зеркала, которые были расписаны во времена великого князя. Это уникальные зеркала. Мария Павловна увидела подобные зеркала в Штутгарте и пожелала иметь у себя такие прекрасные цветы, которые никогда не вянут. Зеркала были заказаны известному итальянскому мастеру Титто Килацци. Он был замечательным художником, флористом, романтической натурой. Эти краски он изобрел и наносил их при температуре 500 градусов, поэтому эти цветы сохраняют свою яркость и никогда не вянут. Многообразие архитектурных стилей дворца объединяют зеркала. На верхней площадке золотой лестницы самое большое цельное зеркало, сохранившееся с тех времен.
Его размер 4 метра на 2,5. Таких зеркал тоже нигде больше нет. Лестница удивительно красива. Она бронзовая, золоченая, в традициях французской архитектуры времен Людовика XIV. Эту архитектуру отличало обилие зеркал, и поэтому золотая лестница украшена зеркалами на верхней площадке, но наиболее интересна площадка, которая ведет вниз. На этом относительно маленьком участке дворца архитектор хотел повторить знаменитую зеркальную галерею Версаля. Спустившись вниз по золотой лестнице, можно было увидеть свое отражение, повторенное бесчисленное количество раз, попасть в историческую бесконечность. Владимир Александрович занимал пост главнокомандующего войсками гвардии Петербургского военного округа. Для современников его имя было связано с расстрелом на Дворцовой площади 9 января. Воскресенье, названное в истории кровавым. Мало кто знал, что он был единственным, кто взял на себя ответственность за эти события 9 января. Великий князь Владимир Александрович был воплощением русского великого князя. Это был красавец со звонким чарующим голосом, большими серо-зелеными глазами. Он глубоко знал не только русское, но и западноевропейское искусство. В его дворце хранились картины Репина, Сурикова, Крамского. Владимир Александрович позволял студентам копировать принадлежавшие ему картины. Основные интерьеры и гостиные дворца сохранились в неизменном виде. Вся мебель и вещи дворца хранят необыкновенную память о тех людях, которые здесь жили, о тех событиях, которые здесь происходили. Женился Владимир Александрович в 27 лет по любви на 20-летней немецкой принцессе Мекленбург-Шверингской, получившей православное имя Марии Павловны. И надо сказать, что прожили они долгую и счастливую семейную жизнь. В их семье было 4 сыновей: Александр, умерший в младенчестве, Кирилл, Борис и Андрей Владимировичи, и дочь Елена Владимировна. Жена Владимира Александровича была ему под стать. Мария Павловна умела обустраивать совершенно удивительные приемы. Здесь бывал будущий великий русский певец Федор Иванович Шаляпин, конечно, художники, которым Владимир Александрович особенно покровительствовал. Приглашались на приемы видные артисты, музыканты: Сергей Рахманинов, Генрих Винявский, великая итальянская певица Аделина Патти, бывала Сара Бернар. Устраивались любительские спектакли, концерты. Владимир Александрович первый финансировал и поддержал парижские сезоны Дягилева, где триумфально блистал на гастролях новый смелый балет России. Светская жизнь Петербурга проходила в основном здесь, при этом малом императорском дворе. Именно об этом будуаре в мавританском стиле писал посол Франции Морис Палеолог. Здесь, под затейливыми арабесками, плелись бесконечные и бесполезные интриги. Имелся в виду великокняжеский заговор 1916 года. Восточную сторону дворца целиком занимает белый зал, который прежде назывался танцевальным.
Он был выполнен в стиле Людовика XV, или, как тогда говорили, во вкусе мадам Помпадур. Приемы и балы, которые проходили во дворце великого князя Владимира Александровича, славились не только на весь Петербург, но и на всю Европу. Первый русский исторический бал состоялся во дворце великого князя в январе 1883 года. Были разосланы приглашения, где было сказано, что гости должны прийти в русских национальных костюмах эпохи царя Алексея Михайловича, в костюмах XVII века. Потом русские балы стали очень модными, очень популярными, и самый знаменитый русский бал 1903 года, в котором за основу были взяты балы, которые обустраивались именно здесь. Рядом с бальным залом находится уникальный банкетный зал в русском стиле. Владимир Александрович был известным гурманом, и балы продолжались хлебосольными банкетами. Уникальный дубовый зал украшен 5 панно художника Верещагина, Илья Муромец на перу у князя Владимира, Добрыня Никитич освобождает пленницу Забаву, Алеша Попович сражается с Тугариным Змеевичем, Дева Зоря и Солнечное божество. На 2-м этаже была создана специальная библиотека. По завещанию Александра II великому князю Владимиру Александровичу, сыну, была передана императорская библиотека, которая насчитывала более 10 тысяч книг. Не только революционные события 1905 года, но и тяжелые семейные обстоятельства серьезно ухудшили состояние здоровья великого князя. Его старший сын, великий князь Кирилл Владимирович, без высочайшего соизволения на брак, женился на своей двоюродной сестре Виктории Мелите. Вскоре Кириллу Владимировичу было объявлено о решении Николая II. Доступ в Россию ему впредь был воспрещен. Великий князь Владимир Александрович был глубоко оскорблен этой мерой и на другой же день заявил царю о своей обиде и просил сложить с него командование войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. Император на это согласился. Это были последние годы великого князя. В 1909 году его не стало. Эти стены помнят и радости, и страдания, особенно накануне революции. Это все здесь витает в атмосфере дворца, который с 1911 года стали называть Владимирским дворцом. После революции дворец спасло то, что в нем разместился дом ученых. Но это предмет уже совсем другого рассказа.